Друзья, всем привет снова! Большое спасибо за ваши лайки и комментарии, за многочисленные реакции, которые вы оставляете под моими видео. И вы знаете, я решил, что чего ждать нам очередного матча сборной Грузии, чтобы снова встретиться, пообщаться. Ведь много событий происходит вокруг грузинского футбола и вокруг грузинской сборной постоянно, в том числе в эти выходные. И вот я решил прямо сейчас, в воскресенье ночью, у меня здесь в Алматы сейчас час ночи, записать такой обзор, некую обзорную программу по грузинским легионерам. Если вы знаете, в Инстаграме есть аккаунт GeoTeam, и там очень подробно, пристально за всеми следят, и, наверное, я не смогу как-то конкурировать с этим аккаунтом. Я хотел бы пройтись по верхам, проанализировать топовых грузинских легионеров, что они сделали, немного показать вам их статистику, как выступают их клубы, рассказать. Ну, в общем, все самое-самое интересное. Но давайте сразу говорим, сейчас Мамардашвили играет за Валенсию, матч идет прямо сейчас, и Жорж Микаутадзе сидит прямо сейчас на скамейке запасных французского Лиона. Если там будет что-то выдающееся, я про эти матчи еще скажу отдельно. Ну а мы пробежимся по всему тому, что случилось в эти выходные. Сакартвелуа, погнали! Начнем в хронологическом порядке, потому что действительно футболистов грузинских качественных стало много. Играют они в разных чемпионатах, в разных клубах. И если идти по всем, то нам, наверное, и получасовой, может быть, и часовой программы не хватит. И тоже команды разные. Я даже вот и не знаю, есть ли какая-то одна команда. Хотя нет, на самом деле я знаю, есть одна команда, где играет два грузинских футболиста. Но если вы хотите узнать, что это за клуб и в каком чемпионате он выступает, то посмотрите дальше, я вам обязательно расскажу. Но если у вас есть свои версии, оставляйте комментарии. Вообще я всегда рад комментариям. Но давайте перейдем к событиям этих выходных. Первым среди грузинских легионеров этот тур, этот уикенд открывал Буду Зевзевадзе. К сожалению, он особо не получил игрового времени в матчах за сборную. Да, чуть-чуть его выпустили в Албании. Саньоль дал ему какие-то минуты. Но там в Албании как будто было уже все понятно, как закончится этот матч. Но, тем не менее, вот это игровое время Буду получил. И, вы знаете, сейчас он находится в прекрасной форме, что и доказал очередной матч второй Бундеслиги немецкой, где Буду стал автором сразу двух забитых мячей. Я сразу говорю, что видео этих голов я не буду показывать, потому что я рискую получить бан из-за этого. Голы Буду Зевзевадзе вы можете посмотреть на ютубе, я ссылочку обязательно на обзор матча оставлю. Первый гол Буду Зевзевадзе случился на 48-й минуте. Один из защитников Шальки там как-то подскользнулся, то ли запнулся, не знаю. Ну, в общем, он упал. Уже коллеги по команде, по Карлсруэ стали сигнализировать, что нужно бы поставить пенальти. Но Буду не выключился из эпизода. Мяч отобрал, растолкал в пределах правил защитников. Прокинул мяч немного вперед, и вот эта свора защитников Шальки ничего не смогла сделать против Зевзевадзе, и он уже мастеровито мяч прямо в угол ворот отправил. Так счет в матче был открыт 1-0, и еще оставалось играть практически целый тайм. Второй голевой эпизод случился на 73-й минуте, и, знаете, мяч, в общем-то, и не шел даже в сторону Зевзевадзе, там была фланговая подача, и партнер по команде пытался пробить, удар толком не получился, защитник Шальки вынес мяч с ленточки, и Буду Зевзевадзе, набегавший на ближнюю штангу, опять же, кстати, он не выключился из эпизода, что могу еще раз отметить, и забил второй мяч, 2-0, все, игра сделана, и после этого тренер Карлсруэ уже Буду заменил. И, в общем-то, матч так и закончился 2-0. Карлсруэ сейчас идет очень хорошо во второй Бундеслиге. Команда один из лидеров текущей таблицы. Ну а подробная статистика Буду Зевзевадзе будет вот здесь. Можете посмотреть, если вы любите следить за статистическими данными, но вообще скажу, что он в порядке, даже если смотреть по первым матчам чемпионата и по предсезонке, забивает он действительно очень часто. Но как кто-то у меня в комментах написал, к сожалению, в этой сборной Грузии, где так много талантливых футболистов, пока не находится ему место в стартовом составе. Продолжаем говорить про пятницу. Там же играл у нас и французский Сент-Этьен, в стартовом составе которого вышел Зорико Давиташвили. У Зорико пока не самым лучшим образом все складывается в новой команде. Перед отчетной игрой Сент-Этьен шел в самом низу, 0 очков, 0 побед. И вот Зорико выходит в старте. 5-я минута, проход по флангу, подача в штрафную. Казалось бы, он подавал на ближнюю штангу, и там, знаете, нападающий пробежал мимо и до мяча не добежал. Но такая атака, можно сказать, вторым темпом продолжилась, и там уже партнер по команде отличился.
И таким образом у Зурико голевая передача. В итоге Зурико отыграл все 90 минут. Я признаю, что этот матч, конечно, целиком не смотрел. Но в целом, опять же, если судить по порталу SofaScore, оценки неплохие. Но, знаете, забавно другая история, о которой писали в том числе грузинские журналисты, что после матча у Зурико взяли интервью и спросили у него, каково это видеть гол своей команды, когда ты даже не играешь и не участвуешь в нем. Но он сказал: ребята, я вообще-то вышел в старте. И тут, конечно, корреспондент удивился, не подумал, да, видимо, не так внимательно изучил протокол матча. И я вообще не понимаю, конечно, как можно такой вопрос задавать человеку, который 90 минут провел и отдал решающий ассист. И, между прочим, Сент-Этьен не абы кого обыграл, а французский Лиль, который Мауринью из Лиги Чемпионов выкинул и вообще в групповой этап Лиги Чемпионов пробился. Ну, если это можно назвать групповым этапом, потому что, вы знаете, сейчас там схема сложная. И это первая победа, очень ценная победа. Лиль очень сложный соперник, и если посмотреть статистику, то не так было много моментов, не так много было шансов у Лиля, но Зурико все зарешал. Да, в субботу мне хотелось бы выделить несколько матчей с участием грузинских футболистов. Ну, в первую очередь, это Чиквитадзе. Да? Мы помним его феерию, я бы сказал, в матче против сборной Чехии. И вот Уотфорд, Георгий Чиквитадзе играл на своем поле против Ковентри-Сити, очень быстро пропустили, на 4-й минуте уже 0-1, и пришлось отыгрываться практически весь матч. В первом тайме это сделать не получилось, но Георгий так старался, знаете, солировал, налево-направо отдавал, периодически сам уходил в атаку, но много от него было креатива. И, вы знаете, в итоге одно из его забеганий, которое, кстати, очень похоже на то, что мы видели в матче Грузия-Чехия, по левому флангу прорвался. И, возможно, подумал он, что это не оборона сборной Чехии, здесь бить не стоит. Ну и давайте скажем прямо, ситуация была посложнее. В итоге он выкатил в центр, и там уже партнер по команде мяч забил. Потом был неприятный эпизод, где Георгий упал на газон, его унесли на носилках. Многие из вас опасались, что может быть какая-то травма. Но после матча главный тренер команды в том числе заверил, что вроде бы пронесло, вроде бы все хорошо. Это боли в спине. Были фотографии, как Георгий сидел в раздевалке, как он и после матча там стоял возле клубного автобуса. Ну, вроде бы все хорошо. Будем надеяться, что действительно обойдется без травм, потому что наблюдать игру Чиквитадзе в этом сезоне, реально одно удовольствие. Сабо Гагличидзе, молодой защитник, который перешел еще зимой в итальянский Эмполи. И, вы знаете, буквально выстрадал себе место в основном составе, потому что я сейчас вот тут дам графику, посмотрите, сколько матчей он был на скамейке. Он просто сидел на лавке, он вообще не играл, понимаете? Просто сидел и ждал своего момента. Человек тренировался упорно, приезжал играть за молодежную сборную. И вы знаете что? Этот шанс он как раз-таки сейчас получил. Польский защитник Валюкевич хорошо проявил себя в составе Эмполи и пошел, можно сказать, на повышение в футбольный клуб Торино. И место правозащитника освободилось, и здесь как раз-таки его доверили Гагличидзе. Второй матч в стартовом составе, и знаете, против кого? Против Ювентуса. Ну, учитывая, что матч закончился со счетом 0-0, наверное, можно сказать, что Гагличидзе может занести себе этот матч в актив, и вроде бы по оценкам SofaScore у него все хорошо, но здесь вот без голевых передач, без голов, но тем не менее второй матч, 90 минут, я думаю, что это тоже важно отметить. Кстати, Эмполи является как раз-таки той командой, где играет два грузинских футболиста, Саба Сазонов тоже там играет, пока, к сожалению, не играет, пока находится в заявке, в этой игре он был в запасе, но на поле не появился, но будем надеяться, что тоже там он еще заиграет. Интересная ситуация была у капитана сборной Грузии Гурама Каши, который вместе с главным тренером команды Владимиром Вайсом уже прошел огонь, воду и медные трубы, можно сказать, и вместе с сборной Грузии они работали. И вот сейчас в Словакии. Что здесь было интересного? Ну, во-первых, Каши опять вышел в старте. Первый тайм закончился 0-0, играли с командой Дунайская Стреда, такой, знаете, не то чтобы крепкий середняк, но это команда, которая сейчас бросает вызов всем фаворитам. Слован действующий чемпион, я напомню, кстати, они будут играть в Лиге Чемпионов против Селтика уже на этой неделе. И вот Гурам Каша выходит на поле, первый тайм 0-0, и во втором тайме случается автогол. Обидный автогол, конечно, не всегда виноват футболист, произошедшем. Так вот, этот злополучный автогол случился на 48-й минуте, ну а потом армянский друг Каши Тигран Барсигян пришел на помощь, забил дважды. Потом еще на 90 плюс 10 хозяева били пенальти, не смогли его реализовать. В итоге Слован выиграл 2-1 на выезде и вернулся на первую строчку в таблице, хотя, знаете, все было очень шатко.
И будем надеяться, что Гурам сейчас вернется, восстановится к Лиге Чемпионов, его как-то партнеры поддержат. Ведь, я напомню, впереди выезд в Глазго, а это не шутки. Продолжаем разбирать события субботы. Георгий Кочарашвили, один из лидеров Леванты. Ну, вы знаете, интересно, что он появился на поле прямо по ходу матча с Элденс. Я напомню, это Сегунда, вторая по силе лига Испании. И вот Кочарашвили появился на поле, когда соперник был уже в девятером, счет был 1-1. И вот что-то Леванта не хватало, чтобы забить, победить. И знаете, вот второй гол, который Леванта забил в этом матче, мяч просто летел вот прямо на Кочарашвили. Но там был еще один партнер по команде, который чуть-чуть опередил Георгия, и в итоге мяч в ворота головой отправил, 2-1 Леванте повел, потом еще одна контратака, и в итоге третий мяч был забит. 3-1 Леванте выиграл, команда тоже идет в верхней части таблицы в Сегунде. Кочарашвили здесь ничем не отметился, ну, здесь стоит сказать, что и времени у него особо не было. Ночью в этот же день играл Саба Лабжанидзе и его Атланта. Такой был непростой матч против Нэшвилла, вроде бы моменты были, мяч контролировали, но, к сожалению, проиграли 0-2. И тем не менее, Саба Лабжанидзе один из лучших игроков в составе своей команды, рейтинг SofaScore у него очень высокий. А теперь переходим к матчам воскресенья. Здесь, конечно же, один из главных матчей — это игра Хвичи-Кварацхелии. Наполи ждал очень непростой выезд в Кальяри, и там даже матч прерывали на некоторое время из-за фанатов, потому что петарды летели и летели. И при этом был счет 0-1 всего, очень скользкий счет, но потом начали что-то исполнять футболисты хозяев, футболисты Кальяри. Ну а с такими мастерами, как Хвичи, конечно, нельзя ошибаться. В первом эпизоде получилась быстрая контратака. Ди Лоренцо отдал на Лукаку. Лукаку очень аккуратно покатил на Хвичу. И Хвича, чуть-чуть подработав мяч, поразил угол ворот. Мало было шансов там у вратаря. И приятно, что Хвича не жадничает. Буквально через несколько минут ошиблись уже как раз футболисты Кальяри. Мяч достался Хвичи. Такая у него была позиция не самая удобная. Не стал он бить с острого угла, покатил на Лукаку, и Лукаку забил третий. И после этого тоже здесь тренер решил, что надо Хвичу поберечь, и с поля его убрал. Кстати, прямо сейчас Георгий Мамардашвили пропустил второй мяч, но Валенсия смотрится пока не лучшим образом. Давайте будем честны, все-таки команда идет на последнем месте. В итоге Наполи выиграл со счетом 4-0, у Хвичи гол плюс пас, он один из лучших игроков матча, по SofaScore он вообще самый лучший на поле. Интересно, что Лука Гагнидзе вышел уже на 90 плюс 5 при счете 3-2, и казалось бы это формальная замена, потому что арбитр как будто бы 5 минут добавил, но все же была контратака, мяч выкатили на Гагнидзе, и он своего шанса не упустил, уже второй забитый мяч в РПЛ в этом сезоне. Ну и напоследок скажу еще о двух футболистах, которые не отметились какими-то яркими действиями, но все же они играют в неплохих командах, поэтому, наверное, стоит про них сказать. Это Георгий Гочалаишвили, который играл за датский Копенгаген, проиграли Мидтьюланду, такому своему ключевому сопернику, можно сказать. Но там не только у Георгия ничего не получалось, но и у всей команды. Счет 1-2, вроде бы какая-то борьба была, но если смотреть статистику, то не лучшим образом сыграли. Атарка Кабадзе сыграл очередной матч за футбольный клуб Кракове в Польше и отметился голевой передачей. Кстати, он является капитаном команды. Команда обыграла соперников из клуба Погань со счетом 2-1. Вот Кабадзе дал голевую на первый гол. И, в общем-то, у Кракови пока все неплохо. На данную минуту счет в матче Атлетико Мадрид-Валенсия 2-0. Георгий Мамардашвили пропустил 2 мяча, но, что сказать, в целом не лучшим образом действует оборона команды из Валенсии. И вообще сейчас Валенсия идет в самом низу, поэтому как-то тут все на Георгия валить, конечно же, не стоит. Жорж Микаутадзе тоже на данную минуту пока на поле не появился, но тоже матч непростой в Лансе. И я напомню, что Лион участник Еврокубков. Уверен, что у Микаутадзе еще свои шансы будут. И я надеюсь, что вот этот забитый гол за сборную Грузии, он ему уверенности все же придаст. На этом сегодня все. Вот такой тестовый вариант моей рубрики. Я надеюсь, что было интересно. Я надеюсь, что вам понравилось. Извините, если какие-то видео, какие-то материалы я, может быть, не нашел. Это сейчас первый раз. Футболистов действительно очень много. И за всеми уследить непросто. Давайте скажем прямо. Но если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, оставьте свой комментарий. Пришлите это видео друзьям. Я уверен, что переживающих за команду Сакартвело сейчас очень много. И давайте быть в курсе, что происходит с игроками.
ведь эта сборная, она достойна чемпионата мира, у нее есть все шансы, чтобы туда попасть. Хорошей недели, счастливо!